Мир состоит из трех планов. Первый план, ментальный, это план мыслей. Астральный, средний план, это план форм. И физический план, это план материальных предметов. И все эти три мира, они неразрывно связаны между собой. Вот целый проявленный мир, он состоит из атомов, которые по своей сути являются энергией. Эта энергия принимает различные формы и обладает различной плотностью. Абсолютно любая энергия, любая материя, любой физический объект можно назвать плотной энергией. Например, если мы начали говорить с вами о шахматах, то скажем, что вот эта фигура, этот шахматный король, сейчас мы его представляем себе как физический объект, как что-то сделанное из плотного дерева. Но фактически это дерево состоит из атомов и даже от субатомных частиц, и все они связаны энергетическими связями с собой. Фактически это действительно плотная энергия. Эта энергия приняла такую форму, которую мы видим сейчас в момент. Еще более правильно, я думаю, будет сказать о первичных частицах чистой энергии. Они называются айкины. Айкины образуют атомы. Они образуют атомы в момент, когда осуществляется переход от чистой энергии к физической материи. Вот там, где материя не существует, например, где-нибудь в космосе, в вакууме, то айкины в космосе существуют в таком свободном состоянии. И можно сказать, что они существуют в виде чистой энергии. Вот мы будем называть эту энергию ментальной, и именно она является структурной материей ментального мира. Когда мы говорим о космогонических принципах, об универсальных законах космоса, то если опираться на них, то процесс сотворения мира – это процесс последовательного перехода. Сначала от ментального мира к астральному, а затем и к физическому. И после этого все три мира неразрывно существуют вместе в проявленной Вселенной на протяжении фактически бесконечного времени. Как осуществляется переход? Он осуществляется путем коагуляции энергии от более тонкой формы к более плотной. Вот, например, когда мы имеем какое-то намерение, какую-то мысль, когда эта мысль приобретает форму, она переходит от ментального мира к астральному. И возникает то, что мы называем мыслеформой. А вот когда мы эту мыслеформу пытаемся реализовать в физическом плане, то тогда происходит следующий этап коагуляции, и форма, коагулируясь, получает физическую реализацию в проявленном мире. Когда говорим об астральной материи, я представляет из себя различные виды энергии, которые различаются между собой только частотой вибраций. Вот все эмоции, все желания абсолютно всех разумных существ – это виды астральной материи. Но чем выше частота вибрации астральной материи, тем более гармонично, более эволюционно протекает развитие личности, которая этой астральной материей обладает. И передавая высокочастотную астральную энергию другому существу, мы помогаем ему достичь более гармоничного состояния и даже исправить дефекты и проблемы его физического тела. Это мы сказали о высокочастотных энергиях, но есть и низкочастотные. Если говорим о эмоциях, то из всех наших эмоций самой низкой частотой вибрации обладает наше эго. Это эго препятствует нашему духовному развитию. И именно в уменьшении эго, в его сокращении заключается главная эволюционная задача любой разумной личности. А конфликт между вашим истинным «я» и эго как раз лежит в основе круга жизни.
Сейчас мы говорим немного о таких общих философских понятиях, но действительно основная эволюционная задача человека заключается в том, чтобы совершенствовать свою душу. Когда мы имеем более сильную связь со своим истинным «я», и при этом уменьшается влияние нашего эго, тогда человек эволюционирует. И рейки помогает ему в этом. Физическая материя, это наш третий элемент, она состоит из 4 типов элементов, или 4 подпланов, как мы иногда ее называем. Состоит от твердого, жидкого, газообразного и эфирного подпланов. Вот абсолютно в любом, без исключения в физическом объекте, если мы опять будем говорить об этой шахматной фигуре, эти элементы содержатся в различных пропорциях. Вот, например, больше всего твердых элементов можем видеть в камне или металле. Жидкие элементы больше всего, естественно, в воде. Газообразные в воздухе, а эфирные в пламени или в пране, жизненной энергии. Вот способность управлять физической материей как раз и заключается в умении подчинять своей воле элементарные стихии физического мира. И вот эти навыки изучаются при подготовке к пути грандмастера рейки в самых высоких уровнях нашего искусства. Но если мы с вами говорили о физическом мире, то есть о строении мира, о физическом, астральном и ментальном мире, то, соответственно, можем сказать, что каждый из нас имеет 3 тела. То есть ментальное, астральное и физическое. Вот ментальное тело, или, как мы его по-другому называем, дух, оно является тем, что определяет действительно наше истинное внутреннее «я». То есть это наша неповторимая индивидуальность, неповторимая индивидуальная сущность. Именно наш дух дает нам интуитивное откровение и двигает нас по пути личностной эволюции. Следующее наше тело, астральное тело или душа, неразрывно связана с нашим духом, и душа не может от него отдельно существовать. В отличие от гармоничного духа, душа достаточно хаотична, и в ней содержатся все наши эмоции, все наши желания. И одна из самых сильных эмоций души, эго, противодействует нашему духу. И эго движет нас по пути личностной инволюции. Эго препятствует нашей успешности, гармоничности и личностному развитию. Когда человек задает вопрос, почему я не могу реализоваться в жизни, почему я не успешен, прежде всего я бы рекомендовал ему подумать о своем эго, о том, что если не работать со своим эго, то невозможно будет и развитие. И последнее наше тело, это физическое тело, оно дает нам возможность получить полный спектр физических ощущений, и удовольствий, и боль, и экстатические наслаждения. Все это нам дает наше физическое тело. Кроме того, физическое тело служит нам опорной точкой в физическом мире. А знаете, что опорные точки – это одно из самых важных моментов фактически в любой эзотерической практике, и в рейке тоже. И физическое тело, еще его одна большая разница в том, что это единственное в нас, что имеет достаточно краткий период существования. И постоянно мы его заменяем на новые. Дух и душа в физическом понимании бессмертны и присутствуют в нас вот от момента создания мира и до его конца.